Атомная электростанция строится, чтобы был хороший свет. Так. Работали станки, Так. работали стройки, Так. машины работали, чтобы горели светильники на улицах. Друзья мои, всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о строительстве легендарного, в чем-то даже культового объекта энергетики Чернобыльской АЭС. Чернобыльская атомная электростанция строилась фактически вместе с городом Припять. Более того, город Припять с самых первых дней своего существования выполнял роль города-сателлита для станции. Подробнее о строительстве и жизни города в ранний период его существования вы можете узнать в отдельном видео, ссылка будет в описании и подсказках. На строительство Чернобыльской атомной станции люди приезжали не только поодиночке, но и целыми семьями со всего Советского Союза, благодаря чему город Припять стал мультинациональным и гордился этим. Из Молдавии. Из Белоруссии. Из Грузии. Из Армении. Из Киргизии. Я из Узбекистана. Я хочу сказать от имени юношей и девушек Крымского комсомольского отряда, что мы ваше доверие, ребята, оправдаем и будем работать по-корчагински. В городе на момент катастрофы проживали представители 16 национальностей, и многие из этих людей работали как на строительстве, так и впоследствии на самой станции. Промышленность Советского Союза в послевоенный период развивалась ударными темпами. Время и госплан делили на пятилетки, которые нередко обещали сдать в 4 года. А любая промышленность нуждается в электроэнергии. Постановлением Совета министров СССР от 29 июня 1966 года был утвержден план ввода новых атомных электростанций. На ближайшие 11 лет был утвержден план ввода в эксплуатацию электростанций суммарной мощностью 11 900 МВт. Из них реакторы РБМК должны были обеспечивать 8000 МВт. Наиболее нуждались в электроэнергии республики, в которых размещались крупные промышленные и административные центры, а Украина в этом отношении была далеко не на последнем месте. Потому уже 2 февраля 1967 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров были утверждены рекомендации в Госплан, где предполагалось размещение первой АЭС Украины – Чернобыльской атомной электростанции, в 12 километрах от города Чернобыль. Тип реакторов в то время еще не был определен. Графитоводного, реактор большой мощности канального типа или РБМК-1000, графитогазового РК-1000, водоводяного реактора ВВР. Интересно, что проектным решением от 21 сентября 1968 года Минэнерго СССР и Минсредмаша СССР для Чернобыльской атомной электростанции утвердили проектное задание с применением газографитового реактора РК-1000. Однако, перед конструкторами-энергетиками стояла задача реализации больших единичных мощностей одним энергоблоком, чему препятствовало отсутствие в СССР необходимых производственных мощностей для изготовления больших высокопрочных корпусов в сочетании с жесткими, даже урезанными сроками строительства. То есть, иными словами, реактор РБМК-1000 явился своеобразным компромиссом, так как для реализации данного проекта существовали производственные мощности, тогда как для постройки газографитного генератора таких мощностей не хватало. Также РБМК позволяет производить перезагрузку ядерного топлива без остановки реактора. Эти факторы стали ключевыми в выборе реактора типа РБМК. Впрочем, как оказалось впоследствии, с производственными мощностями для реакторов РБМК все оказалось благополучно только на бумаге, но об этом несколько позднее. Припять появилась немного позже, как следствие строительства станции и на более близком расстоянии, всего 2 километра от ЧАЭС. Станция должна была компенсировать дефицит электричества в Центральном энергетическом районе, а ведь это был наиболее крупный район в объединенной энергосистеме юга бывшего Советского Союза. В документах 25-го съезда КПСС записано: в течение 10-й пятилетки обеспечить введение мощностей на Чернобыльской. Перед тем, как выбрать и утвердить место вблизи Чернобыля, сперва были обследованы 16 населенных пунктов в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. Подготовка котлована началась в мае 1970 года. Примерно тогда же начали строить и город Припять. Фактически, можно сказать, что и станция, и город прекратили свое существование в возрасте 16-летнего подростка, вступающего в пору зрелости. Хотя в определенном смысле Припять живет до сих пор, как город-музей под открытым небом. Впрочем, для многих город стал объектом для воровства и безобразия. Я уже делал видео о мародерах и вандалах города.
и вы без труда сможете найти их на моем канале. Чернобыльская станция после Ленинградской и Курской атомных станций стала третьей, использовавшей реактор РБМК-1000. Главным конструктором ЧАЭС выбрали научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Минсредмаша СССР, а научным руководителем проекта реактора РБМК-1000 назначили Институт атомной энергии имени Курчатова. Управление строительством станции, как и города Припять, было поручено Василию Трофимовичу Кизиме. Проект Чернобыльской АЭС повторял принципиальные решения строящихся Ленинградской и Курской атомных станций и был разработан Уральским отделением ВГПИ «Теплоэлектропроект». Генеральным подрядчиком строительства выступал Кременчуг-Госстрой, который формально подчинялся Главатомэнергострою Министерства энергетики и электрификации Советского Союза. Однако специалисты там работали местные. Город Припять начали строить в 1970 году со строительства общежития, в котором и проживали первые работники стройки Чернобыльской электростанции. Те, кому не хватило места в общежитиях, снимали жилье в близлежащих селах. Только в 1977 году близ станции открылись 4 кафе-столовых – «Ромашка», «Эврика», «Фиалка» и «Электроника». До этого столовая функционировала на территории общежития. Строители, которые строили город, и строители, строившие ЧАЭС, питались там посменно. Следует отметить, что питание строителей, их обеспеченность инвентарем и бытовыми помещениями составляла всего 40% от необходимых, а 30% инженерно-технических должностей на строительстве АЭС занимали лица без специального образования или практики. Первый кубометр бетона вместе с письмом внутри нержавеющей капсулы был уложен 15 августа 1972 года в 11 часов дня, в день строителя. Прудохладитель для будущей станции разместили на правом берегу реки Припять, на 1,5 километра ниже железнодорожного моста линии Чернигов-Овруч. Его строительство производилось параллельно со строительством станции, а ввод в эксплуатацию состоялся вместе с вводом первого энергоблока в 1976 году. Интересно, что первоначально прудохладитель имел вдвое меньшие размеры. Бетонная чаша заполнилась водой лишь наполовину, и в момент ввода в эксплуатацию первого энергоблока имела площадь 12,7 квадратных километра. Но уже в 1983 году, когда ввели в эксплуатацию четвертый энергоблок, его площадь составляла 22,9 квадратных километра, то есть почти в 2 раза больше. Строительство не проходило гладко. Дошло даже до того, что первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Щербицкий подавал докладную записку председателю Совета министров Алексею Косыгину о проблемах обеспечения строительства Чернобыльской АЭС оборудованием. Разумеется, после прямого вмешательства такой высокой партийной элиты уже в октябре на ЧАЭС наладили поставку первых тепловыделяющих сборок. А вот что можно узнать из постановления ЦИК и Совмина УССР от 2 декабря 1971 года. Некачественное и несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ при возведении Чернобыльской АЭС. Управлению строительства Кременчуг-Госстрой необходимо принять меры для улучшения организации строительно-монтажных работ при возведении ЧАЭС и обеспечить безусловное выполнение установленных народно-хозяйственным планом заданий, поскольку за 10 месяцев года план выполнен только на 93%. На строительстве не хватает автотранспорта, экскаваторов, бульдозеров, автокранов. Строительно-монтажные работы выполняются на низком инженерном уровне. Дирекция несвоевременно и некомплектно выдает на строительство необходимую проектно-сметную документацию. Допускаются большие потери рабочего времени из-за несвоевременных поставок металлоконструкций, труб, цемента, кирпича и других материалов. Кроме того, отмечаются и недоработки проектных институтов Украинской Республики Укргипротяжмаш, город Харьков, и Гипрохиммаш, город Киев. Данные проектные институты не обеспечили своевременную разработку технических проектов на строительство и реконструкцию Харьковского турбинного имени Кирова и Сумского насосного заводов. Отстает от плановых графиков и возведение Краматорского завода, литья и ковки. Как вы понимаете, строительство атомной станции напрямую зависело также от других производственных мощностей и проектных организаций. Если же они не выполняли план, соответственно, страдало и главное звено в данной цепи. Однако Центральный комитет Коммунистической партии Украины и Совет министров Украинской ССР все же требовал от недостроенных и не прошедших необходимой реконструкции предприятий обеспечить изготовление и поставку основного оборудования для Чернобыльской, Южноукраинской и Ровенской атомных электростанций, причем в тех количествах и в те сроки, что были ранее установлены планом. Все это привело к нарушениям во время строительства, что было многократно зафиксировано специальными комиссиями. Отчеты комиссий долгое время хранились в архивах КГБ, а затем СБУ, до момента рассекречивания. Но об этом вы узнаете из отдельного видео. Цель, которая стоит перед нашей организацией, огромна.
мы призваны выполнить монтаж электрического оборудования, выдать первый ток с нашей станции. И я должен сказать, что на сегодняшний день мы в основном выполнили эту задачу. Вместе с окончанием строительных работ у нас уже создан коллектив, дружный. Мы знаем буквально каждого. Мы можем сейчас с уверенностью сказать, что мы выполним те задачи, которые стоят перед нами. Конечно, оборудование все будет смонтировано в срок с высоким качеством. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию 26 сентября 1977 года. 21 декабря 1978 второй энергоблок, а третий был введен в декабре 1981 года. Тот самый, четвертый энергоблок, был введен в 1983. Первых два энергоблока были введены в рекордные сроки, два последующих, хотя и строились в меньшей спешке, но также вводились исходя из логики максимальной скорости строительства и запуска. Первый энергоблок имел мощность 1 миллион киловатт. До апреля 1986 года, когда случилась Чернобыльская катастрофа, станция выработала более 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но вернемся к строительству и монтажу реактора. Люди, которых вы видите на этих кадрах, не подозревают о том, что случится в далеком 1986 году. Впереди у них еще много счастливых лет. Пятый и шестой энергоблоки должны были иметь сомкнутую конструкцию, как и энергоблоки второй очереди. Под ними по проекту размещались бассейны-барботеры. Кроме того, предполагалось улучшить систему безопасности для работников станции, улучшить условия работы, использовать более современные материалы в кровле зданий. Планировалось использовать возводимые рядом с пятым и шестым энергоблоками градирни. Авария на четвертом энергоблоке 26 апреля получила самый высокий, 7-й уровень опасности по международной шкале ядерных инцидентов. Строительство 5 и 6 энергоблоков ЧС было прекращено 27 мая 1987 года, через 1 год, 1 месяц и 11 дней после аварии на Чернобыльской АЭС. Первый энергоблок был заглушен 30 ноября 1996 года по приказу президента Украины Леонида Даниловича Кучмы. Второй энергоблок был остановлен ранее, 11 октября 1991 года, после пожара в машинном зале. Последний работающий третий энергоблок был остановлен в 2000 году поворотом ключа АЗ-5 по приказу все того же Кучмы во время телемоста между станцией и Национальным дворцом Украины. Легендарная труба была демонтирована в 20-х числах ноября 2016 года, после чего на здание реактора надвинули защитную арку. Так и закончилась история Чернобыльской АЭС, одной из самых известных атомных электростанций человечества. Если информация была для вас полезной, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.